Россия против своих техногениев, правозащитники и экстремисты, как ловили шпионов в Португалии. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 1 августа, 14:30. 29 июля новостное агентство «Интерфакс» сообщило, что ФСБ заочно предъявило основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в содействии террористической деятельности. По версии ФСБ, администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, через которые в России готовятся теракты и диверсии. 22 июля издание «Медиазона» сообщило, что в Оренбургском областном суде гособвинение запросило от 14 до 15 лет колонии для 10 обвиняемых в организации массовых беспорядков в городе Баймак в 2024 году. Тогда тысячи людей пришли к суду поддержать экологов Аиля Алсынова, которому дали 4 года за речь на сельском сходе. 28 июля издание «Медуза» сообщило, что правозащитную группу СК СОС, помогающую ЛГБТ-людям и жертвам домашнего насилия на Северном Кавказе, российские власти признали экстремистской организацией. О суде они не сообщили и прислали решение письмом директору спустя месяц. 29 июля издание «Обсервадор» выпустило подкаст о том, как в начале 2016 года ЦРУ и ФБР предлагали португальским властям заманить в ловушку их собственного разведчика Фредерику Карвальяно Жило из спецслужбы СИС. Дело не двигалось, и прокуроров позвали в Ленгли, где предложили подослать к нему вымышленного покупателя секретов. Португальцы отказались. По закону это провокация преступления, и дело развалилось бы в суде. Карвальяно Жило задержали 21 мая 2016 года в кафе в Риме вместе с офицером СВР Сергеем Поздняковым. В феврале 2018 года суд в Лиссабоне дал ему 7 лет и 4 месяца за шпионаж и коррупцию. Россия не их собственность. Объединяйтесь, стройте свои сообщества и поддерживайте тех, кто сопротивляется.